Всем любителям творчества привет! С вами я, Ксения Назарова. Дорогие мои мамы, будущих первоклассниц, обращаюсь к вам. Несмотря на то, что до суеты предшкольной еще много времени, но я заранее уже транслирую свои какие-то идеи на тему бантиков на 1 сентября. И сегодня хочу представить вашему вниманию один из вариантов классических, пышных, белых школьных первосентябрьских бантиков. Вот такие ромашки. У меня есть мастер-класс, где есть заколочки из тех же самых лент в мелкий горошек. И вот сейчас, добавив фатин белый, органзу, ленту воздушную, получились у меня вот такие бантики на 1 сентября. Если вам понравилась моя идея, поставьте, пожалуйста, лайк. Приглашаю вас вместе со мной по подробной инструкции сделать такие бантики для своих будущих первоклашек. Давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, начнем наш мастер-класс. Для того, чтобы сделать вот такую воздушную школьную ромашку, нам понадобятся материалы. Первое – это атласная лента шириной 2,5 сантиметров. У меня белая в мелкий черный горошек. Лента органза или капроновая лента шириной 75 миллиметров или 7,5 сантиметров. Тонкая лента органза белого цвета шириной 2 сантиметра. Фатин белый в белую мушку. Маленькая ювелирная серединка, полубусина, страза или бусина на ножке, пуговица на ножке. Иголка с белой ниткой, английские булавочки, пинцет, зажигалка, бесшовная резиночка или заколка. Также окружности из фетра, либо из канвы для вышивки белого цвета. Она плотная, хорошо держит форму. Ножницы, термоклей. Так, приступим. Вначале сделаем основные лепесточки для нашей ромашки. В готовом виде лепесточек выглядит вот таким вот образом. Возьмем ленту органзу шириной 7,5 сантиметров. Нам понадобится отрезок длиной 9 сантиметров. Также такой же длины берем отрезок атласной ленты шириной 2,5 сантиметра, тоже такой же длины. Перед тем, как делать лепесточек, нам нужно предварительно сделать вот такую вот заготовочку. Как это мы будем делать? Наш отрезок широкой ленты органзы мы складываем пополам вдоль длины отрезка и к основанию прикладываем ленту атласную. Для удобства можно закрепить иголочкой, чтобы ленты не смещались с одной и с другой стороны. С другого края также совмещаю ровненько. Все слои лент и закрепляю иголочкой. Вот что у нас получилось. Далее делаю отрезочек наш в виде трапеции. Для этого здесь отступаю около 1 сантиметра с правого верхнего края, место сгиба, и подрезаю ножницами. Далее сплавим все слои ленты огнем зажигалки. Для нашей ромашки нам понадобится 7 таких вот лепесточков. С другой стороны аналогично поступаем. Также делаем скошенный край и приплавляем огнем зажигалки.
Вот что должно у нас примерно получиться. Покажу еще раз. Складываю ленту органзу пополам. К основанию отрезка добавляем ленту атласную. Подкалываем иголочкой, чтобы не смещались краешки ленты. Делаем форму трапеции нашего отрезка, чтобы сложить затем нужный нам лепесток. Далее из этого будем делать вот такой вот красивый лепесточек из этой заготовочки. Для этого держим нашу заготовку лицевой частью к себе. И вот этот вот угол нам как бы мысленно нужно сложить еще раз пополам. Таким вот образом подогнуть. И то же самое сделать с другой стороны. И два вот этих краешка сложить друг к дружке. Далее поступаем в зависимости от того, какой длины лепесточек вы хотите получить. Мне нужно вот буквально столько отрезать, чтобы лепесток получился вот такой длины сбоку. Поэтому где-то 12 миллиметров я отрежу. Обязательно приплавлю огнем зажигалки и склею, зафиксирую наш лепесточек. Вот мы его склеили. И теперь держим к себе боком и срезаем ненужные объемы. Обязательно место среза приплавляем огнем. И также прихватываем весь наш лепесточек изнанку. В местах среза, чтобы лента не поползла. Расправляем. Такой объемный лепесток у нас получается. Можно сделать и с лентой другого цвета. Сгибаем, складываем пополам друг к дружке. Получается вот такое перышко с объемным краем из органзы. Подрезаем до нужной длины краешек лепестка, сплавляем огнем зажигалки. Поворачиваем сбоку, срезаем ненужный объем. Опять же, все места среза обрабатываем огнем. И получаем такой очень пушистый объемный лепесточек. Основные, для первого ряда основные лепесточки готовы, и сердцевинку ромашки я маленькими лепесточками украсила. Маленькую ромашку, использую для этого ленту органзу шириной 2 сантиметра. Для такого цветочка маленького мне понадобится 7 лепестков и ювелирная серединка. Для этого я взяла отрезок где-то длиной примерно 5-5,5 сантиметров и при помощи пинцета сложила опять же лепесточек этот пополам вдоль длины отрезка и захватила серединку. Далее сгибаем
таким вот образом, чтобы вот такой отрезочек у нас получился. Слева места сгиба, а справа вот этот правый верхний уголочек я зажимаю пинцетом на уголок и приплавляю огнем зажигалки опять же. Оплавленным краем, держа к себе лепесточек, мы его как бы выворачиваем к себе. Вот таким вот образом. Места сгиба оказываются у нас впереди. Далее смотрим, какой длины ромашку мы хотим. Мне нужна минимальная длина, поэтому я обрежу вот это место. Можно сделать подлиннее лепесток. Ромашка получится с более длинными лепесточками. У меня очень маленький миниатюрный цветочек, поэтому срезаю чуть больше и оплавляю огнем зажигалки, получаю маленький, аккуратненький вот такой вот лепесточек. Покажу еще раз. Складываем отрезок длиной 5 сантиметров пополам вдоль длины. Ищем серединку, зажимаем пинцетом и складываем еще раз пополам, стараясь совместить правильно у основания все слои ленточки. Держим к себе сгиб с левой стороны, а с правой стороны прихватываем верхний правый уголочек пинцетом и приплавляем зажигалкой. Разворачиваем лепесток оплавленным краешком к себе и разворачиваем ленточку, два края ленточки сгибом наверх к себе. Получаю маленький такой объемный лепесточек. Справа у меня неровные края ленты, мы их подрезаем под одну длину. Приплавляем огнем зажигалки, получаем вот такой вот лепесточек объемный, который участвует вот в маленьком таком лепестке, в маленьком цветочке, как сердцевинка нашей школьной ромашки. Ну вот, друзья, теперь осталось также сделать юбочку для основания нашей ромашки. Для этого я взяла фатин, который продается в рулонах шириной 15 сантиметров, отрезала 1 метр по длине и по ширине поделила 15 сантиметров пополам, получается ширина 7,5 сантиметров. Нам понадобится иголочка с ниткой, и мы сложим весь этот наш длинный отрезок пополам, закрепим иголочкой и соберем на нить. Совмещаем ровно краешки. А справа у нас место сгиба, и у самого краешка мы соберем мелкими стежочками на нить, делая юбочку для нашей ромашки, пышную юбочку.
Итак, мы собрали на нитку нашу юбочку из фатина. Отложим пока эту заготовку с иголкой в сторону и займемся основным цветочком ромашкой. Для этого возьмем основу из фетра или канвы для вышивки, 3,5 сантиметра диаметра моего кружочка, и сделаем нашу ромашку. Наношу капельку клея на основание лепесточка. Следующие лепестки будем наносить на бочок лепестка и тоже на основание. Можно склеивать по 2 лепесточка между собой и потом уже приклеивать их к основанию, к основе. Вот основная ромашка у нас готова. Можно ограничиться этим и, украсив красивой серединкой, сделать уже из этого готовую заколочку. Но мне захотелось украсить таким вот объемным цветочком из органзы серединку нашей ромашки, сделав ее более ажурной. Поэтому я покажу, как сделать маленький миниатюрный лепесточек. Сейчас из этих маленьких лепесточков, которые мы с вами делали из ленты органзы шириной 2 сантиметра, сделаем маленькую сердцевинку для нашей ромашки, состоящую из 7 лепесточков. Буду наносить клей на боковую часть и составлять маленький цветочек.
серединку нашей ромашки. Вот такой вот маленький цветочек получился. И теперь мы приклеим его к основной ромашке. Наносим клей на сердцевинку маленького цветочка и устанавливаем ювелирную серединку. Подготовим основу нашей заколочки. Бесшовная резинка у меня, и также основа. Диаметр основы 2,5 сантиметра, и резиночку я просто к этой основе пришью. С изнанки сделаю несколько стежков. Далее нам нужно сделать у ромашки вот такую пышную юбочку из фатина. Предварительно фатин мы собрали на нить. И теперь аккуратненько при сборе и расправим все складочки и определимся с диаметром нашей юбочки так, чтобы она выглядывала из-под лепестков ромашки. Вот таким вот образом. Закреплю ниточку, расправлю складки и подклею к основанию нашей ромашки юбочку из фатина.
наношу клей по диаметру, по краю нашего кружочка, основания ромашки. И теперь осталось прикрепить основу с резиночкой. Вот такие вот школьные заколочки, друзья, у нас получились. К ним сделаны еще вот такие маленькие миниатюрные заколочки из ленты, такой же атласный 2,5 сантиметра, белый в мелкий черный горошек при помощи ленты органзы шириной 2 сантиметра, что вместе может составлять такой классный наборчик для первоклашки, например, для похода на первую школьную линейку. Друзья, если вам понравились мои идеи в этом мастер-классе, не пожалейте, пожалуйста, поставьте лайк, делитесь в соцсетях рецептами красивых заколочек, а я с вами прощаюсь, до новых творческих встреч. Пока-пока!